Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И тема сегодняшнего дня – это продолжение советы бабушки. И сегодня я хочу предложить вам лечение ячменя. Это довольно частое заболевание наших глазок. И поэтому я хочу почитать рекомендации, какие, вот как называется статья: «Ячмень излечи, здоровье получи». Пока я буду зачитывать эту статью, вы быстренько подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А их будет много и интересных. Также ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. И особая благодарность будет вам за то, что вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это не сложно, а кому-то эта информация может оказаться очень полезной. Ну и, естественно, окажет большую помощь моему каналу. Итак, я приступаю. Ячмень излечи, здоровье получи. Такое заболевание глаза представляет собой острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы у края ресницы. В начальный период на крае века образуется болезненная красноватая припухлость. Возникает отек кожи и слизистой оболочки века. В течение 2-4 дней на верхушке припухлости появляется гнойная пробка, а иногда даже через 2-3 дня. Чаще всего ячмень развивается из-за нарушения правил гигиены, то есть при вытирании глаз грязным полотенцем, платком, салфеткой или руками. Следует знать, что воспалительный процесс в большинстве случаев возникает у лиц с пониженным иммунитетом, у тех, у кого нарушен обмен веществ. У людей, перенесших длительные тяжелые заболевания, у больных сахарным диабетом, гиповитаминозом, воспалением придаточных пазух носа, фурункулезом, а также у тех, кто часто болеет простудными заболеваниями. В отдельных случаях, особенно при повторяющихся явлениях заболевания, недуг может сопровождаться головной болью, повышенной температурой, припуханием лимфатических узлов. При появлении ячменя категорически запрещается выдавливать из него гной из-за большого риска распространения инфекции. Возбудителем чаще всего становятся стафилококки, вид гноеродной флоры. По кровеносным сосудам и распространение по кровеносным сосудам и получение при этом серьезных дополнительных осложнений: менингита, флегмоны глазницы, сепсиса, тромбофлебита, орбитальных мышц век. При остром протекании болезни наружно обращаются к офтальмологу, так как иногда сходная картина наблюдается при некоторых других заболеваниях, такие как воспаление мейболиевой железы, мейболит и прочее. Обычно на 2-3 день болезни содержимое бугорка на веке прорывает наружу. Это выходит гной, содержащий омертвевшую ткань. Затем болезненный процесс идет на спад, и воспаленные явления стихают. Отечность и покраснение кожи исчезает на 7-8 день. Лечение ячменя. Лечение применяется
Противовоспалительная терапия, состоявшая из спиртовых компрессов, сухого тепла, лечебных медпрепаратов. Особенно хочу подчеркнуть, что недопустимо прикладывать на веко горячие компрессы. Они могут вызвать острый приступ глаукомы, кровоизлияние внутрь глаза, разрыв сетчатки с последующим ее осложнением. А в качестве отдаленных последствий можно ожидать начала процесса развития ранней катаракты. При развитии абсцесса в ходе болезни нужно обратиться в медучреждение, где будет сделано его вскрытие. В домашних условиях воспаленный участок нужно смазывать 1% спиртовым раствором зеленки. При наличии в аптечке 70% этилового спирта им рекомендуется прижигать края пораженного века. А еще лучше закапывать альбуцид или 20% раствор фурацилина по несколько капель в глаз несколько раз в сутки. Обычно таких процедур бывает достаточно для предотвращения развития дальнейшего воспаления. После вскрытия ячменя 2-3 дня, 2 раза в день нужно закладывать в веки 20% альбуцидную мазь. Профилактика сводится к тщательному соблюдению правил личной гигиены. Применение защитных очков при работе в запыленном помещении и корректировке рациона. В меню должно постоянно входить смородина, земляника, шиповник, морковь и свежие натуральные соки. Вообще следует употреблять больше свежих овощей, фруктов и ягод. Средства народной медицины при ячмене: 2 ягоды клюквы, 1/3 часть очищенного зубка чеснока и 1/3 чайной ложки меда разжевывать во рту несколько секунд и приложить на закрытое веко. Процедуру проделать 4-5 раз. После снятия кашицы протереть закрытое веко теплой водой или одеколоном. В осенне-весенний период разжевывать во рту смесь из растертого корня лопуха и измельченного листа подорожника большого и наложить полученную кашицу на больное место. Так делать несколько раз в сутки. Эти 2 рецепта мои личные и успешно применяются уже на протяжении многих лет. Смешать по 0,5 чайной ложки сухих цветков календулы, почек березы и сухих цветков черемухи, залить стаканом кипятка, настоять в термосе 2 часа, процедить и делать примочки на больное место, а также промывать как больной глаз, так и здоровый, в который может попасть инфекция. Смешать на кончике ножа ихтиоловой мази, 2 грамма борной кислоты, 3-4 грамма измельченного листа алоэ и 0,5 чайной ложки меда. Выложить смесь на марлевый тампон и наложить на закрытое веко. Применять 3 раза в день. После процедуры протереть веко ваткой, смоченной в водке. Всем желаю успешного лечения. С уважением, Борис Антонович Лебеденко, город Кировоград. Ну и дается рекомендация, как правильно провести промывание глаза. К промыванию глаза прибегают с целью дезинфекции конъюнктивита, удаления из него слизи, гноя, химических веществ при ожогах, остатков краски при тонометрии
и другого глаз промывают физиологическим раствором экстракта лактата, парманганата калия и оксицианата, 2% раствором борной кислоты и другими. Техника промывания глаза проста. Раздвинув оба века, указательным и большим пальцем левой руки глаз промывают теплым раствором температуры 25 градусов из индинки специального сосуда, не касаясь ресниц с ее концом. При промывании глаза из уиндинки часть горлышка прикладывает пальцем, чем регулирует величину струи. Жидкость стекает в лоток, подставленный под подбородок. Ну, можно так. Я обычно просто набираю в руку и, допустим, правой рукой правый глаз, левой рукой, одной рукой оба глаза я не мою. Ну и вот такие вот рекомендации у нас сегодня по лечению именно конъюнктивита. У нас довольно-таки хорошее время заняла статья. Маленьких рецептов я не буду читать, я их дам отдельно в видео. Ну и на сегодня это все. Я буду прощаться с вами. Опять же, скажу огромное спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Если еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк или дизлайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и также пишем комментарии, задаем вопросы, которые интересуют вас по народной медицине. Ну и еще одна огромнейшая просьба. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А вдруг кому-то эта информация окажется очень полезной. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина. Пока-пока.